Всем привет! Вы на канале iModelist и с вами я, Виталий Новиков. А сегодня у нас на обзоре очень мощная новинка. Сборная модель фирмы Звезда. Советский вертолет Ми-8МТ в великолепном 48 масштабе. Ждали, ну правда. Рекомендованная стоимость набора 2990 рублей. И сейчас при покупке данной модели в нашем интернет-магазине iModelist.ru вы получите в подарок полный набор 3D декалей интерьера кабины фирмы Quinta Studio. Это раз. Набор окрасочных масок фирмы SX Art. Это 2. Купон на скидку 15% на следующий заказ. Это 3. Скидку 30% на дополнение к этому набору. Это 4. Длина собранной модели будет составлять 52,7 см. Диаметр винта сказать не могу, нет такой информации у производителя, к сожалению. Но если посчитать, то диаметр будет равен 44,35 см. Ну, это примерно. Провис лопастей же еще есть. Количество деталей в наборе 354 штуки. Внутри коробки, совсем не маленькой такой коробки, имеются декали на 5 вариантов окраски, схема окраски вертолета и нанесения декалей, инструкция для сборки, пакеты с литниками, а литники с деталями. Ну, давайте пройдемся по литникам. Первый перед вами, части фюзеляжа. Начну с крупничка. Ну и немного о модификации МТ. Ми-8МТ, или экспортное обозначение Ми-17, означался двигателями ТВ-3-117. Появились пылезащитные устройства на воздухозапорниках двигателей. Хвостовой винт перенесен на левый борт. Для борьбы с ракетами типа Земля-воздух появились системы рассеивания горячих газов двигателей, отстрела ложных тепловых целей и генерации импульсных ИК-сигналов. По фюзеляжу. Фюзеляж выполнен двумя половинами, что понятно, но хвостовая балка отсутствует, она идет отдельными деталями. Так же, как и отсутствует и нижняя и верхняя часть фюзеляжа. Знаю точно, что после выхода Ми-24 всех интересует клепка. И скажу вам, и наверное порадую, клепка есть в полном объеме, и она внешняя. Здесь интерьер выглядит не очень, но не переживайте, интерьер машины есть, и есть он в полном объеме. Следующий литник с верхней и нижней частями фюзеляжа, створки заднего грузового люка, верхней и нижней части хвостовой балки. Нижняя часть фюзеляжа перед вами. Клепочка все тут также имеется. На верхней части фюзеляжа, где будут находиться двигатели в итоге, есть очень неплохая детализация, проводка. Хвостовая балка, как вы можете уже понять, состоит не из одной или даже не из двух деталей, а собирается из 4.
Поворотная часть стабилизатора отлита вместе, соответственно, со стабилизатором. Створки люка грузового отсека. Каждая из них состоит из двух деталей, внешней и внутренней частей. И створки можно открыть при желании. Такая опция имеется, и опция эта довольно нужная. Показать и посмотреть есть что. Следующий литник. С одной лопастью несущего винта, обшивкой, с внутренней частью грузового отсека, стенка кабины экипажа, рулевой винт, пол кабины экипажа. Лопасть несущего винта с провисом. Но более подробно мы посмотрим на них на других литниках. Пол кабины экипажа. Внутренняя часть грузового отсека вертолета. Ротор пятилопастного несущего винта. Задний рулевой винт. Перегородка между кабиной экипажа и грузового отсека состоит из двух деталей, и она безумно детализирована. Левая и правая часть хвостовой балки отлита вместе с концевой балкой. На данном литнике присутствует пол грузовой кабины, верхняя часть обеих кабин, топливные баки, сдвижная дверь, обтекатель антенны измерителя скорости и сноса. А вообще в наборе есть много, ну немного конечно, а достаточно деталей, которые не используются при данной сборке. А что это значит? А значит, что будут и другие модификации Ми-8, что только очень радует. Пол грузовой кабины, заметьте, что детализированный. Как и верхняя часть, ну потолок. Внешние топливные баки. Литник с двигателем. Как я уже и озвучивал, на Ми-8 МТ стоит двигатель ТВ-3-117. Производитель завод Motor Sich. Двигатели в модели даны, ну прям очень достойно. На вертолете их два. Пылезащитные устройства двигателя. Литник с пилонами. Крепление бортовых пилонов. На вертолете установлены по 3 точки подвески с каждого борта. Здесь 12 пилонов. Но каждый располовинен, поэтому их 6. Ну, как собственно и должно быть. А вот крепление бортовых пилонов выполнено в одну деталь. И слава богу. Два одинаковых литника с лопастями несущего винта, с колесами. Откидные сиденья имеются. Кресло кабины экипажа.
Лопасть несущего винта выполнена с прекрасным прогибом. Колеса располовинены. Имеют протектор. Есть надписи по бортам. Отлиты вместе с диском. Передние колеса сделаны, по такой же технологии. Кресло кабины экипажа незамысловатое в наборе. Военного образца должен быть парашют на сидушке. Здесь я его не наблюдаю. Но здесь вам в помощь 3D-декаль от Квинты, которые мы дарим. То есть есть все, чтобы сделать кресла благородными, красивыми, мощными. Откидные сиденья в грузовую кабину. Есть даже маленький такой, но очень нужный огнетушитель. Литник с подвесным вооружением. Здесь хочется обратить внимание на пусковой блок НАР. Их 4 штуки в наборе. Рассверливать придется. Даже не рассверливать, а досверливать. Направляющие-то есть. Здесь это будет быстро. Сверло нужного диаметра только подобрать нужно. Остекление кабины экипажа дано аж в 3 вариантах. 2 из них не используются здесь, но будут использоваться в будущем, в других модификациях. И под него мы масочки дарим. Так, чтобы напомнить. Декаль очень мощная в комплекте, на 5 вариантов окраски. Опознавательные знаки. Техническая информация. Приборная панель. Еще один лист технички. И 3-й лист, видимо, что-то забыли в первых 2, но добавили, молодцы. Инструкция черно-белая с описанием прототипа. 2 варианта сборки. Первый все закрыто, второй все открыто. Двигатели показаны, грузовая кабина, дверь сдвинута, откидной трап откинут. Содержимое набора дальше показано. Что не используется в наборе, тоже показано. Дальше подробнейшие шаги сборки. Размещение декалей с технической информацией на последней странице инструкции. Есть цветная вкладка со схемой окраски модели и размещения декалей. 5 вариантов присутствует. Первый. Ограниченный контингент советских войск в Афганистане. Аэродром Баграм. 1989 год. Вариант номер 2. Ми-8МТ из состава 933-й авиационной базы ВВС России. Аэродром Каменск-Уральский. Начало 2000-х годов. Цвета красок даны под 2 производителей. Звезда и Тамия. Третий вариант. Ми-8МТ из состава 549-й базы армейской авиации ВКС России. Аэродром Левашево. 2018 год. Вариант 4. Ми-17 транспортно-вертолетной эскадрильи ВВС Республики Куба. 2020 годы. И пятый заключительный вариант. Ми-17 из состава 1-й вертолетной эскадрильи ВВС Словакии. Временно переданный в СФОР. Сил НАТО по поддержанию мира в Боснии и Герцеговине. 2002 год.
По набору я закончил. Так как дополнения еще не готовы, отсниму их отдельно, как будут доступны. А пока покажу подарочную маску. Маску двустороннюю и смоляные колеса. Подарочная маска. Здесь присутствует маска на колеса и маска на остекление кабины экипажа, на внешнюю ее часть. Что касается маски, которую можно докупить отдельно. Фирма также SXAD. Стоимость ее по предзаказу равна 280 рублей. Здесь есть инструкция. Изменен цвет бумаги. И добавлена маска на внутреннюю часть остекления. Смоляные колеса уже готовы к отгрузке. Фирма EVM. Стоимость по предзаказу 430 рублей. Колеса под нагрузкой. Диск отлит вместе с покрышкой. Есть надписи по бортам. Ну, естественно, что колесо не располовинено. И присутствует прекраснейший протектор. По передним колесам все то же самое волшебное, только диаметр колеса поменьше. По остальным дополнениям выпущу отдельный ролик. Ну, фотографии, рендеры показывать совсем не хочется. И по Ми 8 в 48 масштабе вообще все только начинается. На подходе еще модель от китайского трубача. И будет Ми 8 от еще одного производителя. Вы, может, знаете от какого? Я знаю. А приобрести Ми 8 МТ от фирмы Звезда и получить в подарок 3D-декаль от Quinte Studio, набор окрасочных масок от SXAD, купон 15% на следующий заказ и скидку 30% на дополнение к этому вертолету вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. А я с вами ненадолго попрощаюсь. До скорой встречи. Ваш Я-моделист и я, Виталий Новиков. Ну и хорошей вам сборки этой прекрасной модели, этого прекрасного легендарного вертолета.